Древняя история континента Феникс. История цивилизаций и династий. Предисловие. В гобелене мировой истории континент Феникс предстает как колыбель цивилизации, корни которой уходят глубоко в плодородную лесовую почву у великого озера Феникс. История этой земли, охватывающая более 3000 от зарождающихся городов-государств каменного века до кануна Великого Извержения, свидетельствует о человеческой изобретательности и стойкости. Благословленный обилием воды, плодородными землями и климатом, способствующий зарождению сельского хозяйства, континент Феникс создал условия для расцвета культур, развития ремесел, зарождения торговли и появления письменности и календарей, столпов, на которых стоит создание цивилизации. Древние времена. Династия Фан. 220 лет до старого календаря, или первый год по старому календарю. Династия Фан, ознаменовавшая расцвет письменной истории на континенте Феникс, заложила основы того, что станет великой традицией небесного почитания – называть династии в честь звезд. Эта практика сохранилась до времен империи Таи, почти 19 сотен лет спустя. Эта эпоха стала свидетелем перехода от позднего неолита к раннему бронзовому веку, времени бурного развития торговли и появления общего языка, выходящего за рамки племенных диалектов. Однако письменность все еще находилась в зачаточном состоянии. Это был только начинающий инструмент, требующий доработки. Династия Синь. Год 351 по старому календарю. Возникновение династии Синь ознаменовало поворотный момент в истории континента. Рожденные из амбициозного восточного торгового племени они не только сместили династию Фан, но и изменили социально-политический ландшафт. Синь ввели систему летоисчисления, которая со временем превратилась в современный календарь, что свидетельствует об их длительном влиянии до катаклизма Великого Извержения. Этот период также ознаменовал собой полное вступление в бронзовый век, когда ремесленное мастерство достигло новых художественных высот. Совершенствование письменности и распространение языка на континенте заложили основу для того, что станет языковой культурой будущих поколений. Династия Син с 351 года по 660 год по старому календарю. Восхождение династии Син, основанной земледельческими племенами Тянь на западе континента, основала новую главу в истории континента Феникс. Переместив династическое сердце из центральной части Цзин в западную часть Цзы, правление династии Син значительно отличается от правления ее предшественников. В нем вновь появился акцент на аграрных ценностях и семье. Сочетание сельскохозяйственного значения с меркантильным наследием Синь создало яркий культурный гобелен для континента. Эпоха ознаменовалась технологическим прогрессом в земледелии, ремесленничеством и строительством, что в свою очередь способствовало возрождению этикета, культуры и искусства. Именно в этот золотой век были написаны такие выдающиеся произведения, как записи о древних временах, собрание поэзии и записи об этикете, навсегда запечатлившие интеллектуальные и духовные искания эпохи Син. Древняя история континента Феникс. Эпоха конфликтов и объединений. Классическая эпоха. Период воюющих государств. 660 года по 799 год по старому календарю. С закатом династии Син началась бурная эпоха, известная как период воюющих государств. Время, когда некогда единый континент Феникс распался на конкурирующие феодальные государства. В этот период распалась широкая система королевств, а региональные державы, освободившись от слабеющей власти центра, вступили в непрекращающуюся войну за господство. Несмотря на хаос, эта эпоха была отмечена значительным технологическим прогрессом. В частности, появлением примитивных железных инструментов и расширением производства продуктов питания и текстиля. Инновации в производстве повозок и строительстве кораблей процветали, закладывая основу для будущих исследований и завоеваний. Эта эпоха конфликтов, хотя и была разрушительной, сыграла решающую роль в культурной и технологической интеграции разнообразных племен континента,
положив начало созданию единой империи. Империя Цзин, 799 год по 807 год по старому календарю. Империя Цзин, хотя и была недолговечной, отбросила длинную тень на историю континента Феникс, восстав из пепла воюющих государств. Государство Шу под знаменем Империи Цзин выполнило грандиозную задачу по объединению раздробленного континента. За время своего недолгого существования Империя Цзин уничтожила феодальную систему, установив вместо нее имперскую систему, централизированную форму правления, которая навсегда изменила политический ландшафт континента Феникс. Несмотря на окончательный крах империи из-за неопытности в управлении, имперская система, которую она ввела, стала образцом для всех последующих династий. Империя И, 809 год по старому календарю по 1021. Поднявшись из хаоса после падения империи Цзин, империя И не только унаследовала мантию своей предшественницы, но и расширила сферу своего влияния далеко за пределы бывшей династии Син. Опираясь на широкую поддержку населения, империя И начала агрессивную кампанию экспансии, взяв под свой контроль территории, ранее нетронутые централизованным правлением континента Феникс. Эта эпоха экспансии значительно ускорила процесс культурной интеграции, сплетая разнообразные гобелены многочисленных культур континента в единое целое. Пребывание империи И является свидетельством стойкости и адаптивности народа континента Феникс, демонстрирующего врожденную способность выходить из трудностей более сильным и единым. Наследие империи И, как и империя Цзин до нее, это напоминание о цикличности истории, когда конфликт порождается объединением, а падение одной империи создает основу для подъема другой. Древняя история континента Феникс, от железа до возрождения. Вступление в Железный век. Когда континент Феникс полностью перешел в Железный век, наступила эпоха технологического и военного прогресса, отмеченная появлением примитивной металлургии. Эти инновации, наряду со стратегическим использованием лошадей и устойчивым успехом передового сельского хозяйства, привели империю континента к глобальной гегемонии. Однако амбиции, присущие такой огромной империи, неизбежно приводят к экономическим кризисам, и к первому тысячелетию по старому календарю инфляция вызвала экономический коллапс, сигнализирующий об упадке некогда могущественной империи. Вторая империя И, 1029 год по 1135 год по старому календарю. После экономического краха империя И погрузилась в разрушительную гражданскую войну, которая усугубилась экономические потрясения и привела к массовому голоду. В конце концов победу одержал знатный род Yi, хотя и дорогой ценой. Население империи сократилось почти на 90%. Однако, восстановив стабильность, империя смогла возродить свою былую славу в течение 2 десятилетий, что свидетельствует о стойкости ее народа. Этот период также ознаменовался появлением бумагоделия, революционной технологии, которая демократизировала знания, способствуя росту грамотности и распространению культуры. Империя Би, 1135 год по 1187 год по старому календарю. Интеллектуальный ренессанс в период заката Второй империи Yi в конечном итоге проложил путь к возвышению империи Би. Однако, вновь обретенный интеллектуализм также посеял семена раздора, что привело к внутренним конфликтам и кризису престола наследия, вылившемуся в масштабную гражданскую войну. Несмотря на эти трудности, период стал свидетелем Золотого века в литературе и искусстве, а также заметных достижений в математике, включая точное вычисление числа π до шестого знака после запятой. Второй период воюющих государств, 1187 год по 1335 год по старому календарю. Распад империи Би положил начало полуторавековой смуте, известной как Второй период воюющих государств. В эту эпоху возникло 36 различных государств и империй, многие из которых были основаны внешними племенами, изначально прибывшими в качестве наемников. Несмотря на хаос, этот период заложил основу для будущего процветания. Были достигнуты значительные успехи в сельском хозяйстве, выплавке стали, обжоге фарфора, изобретении стремян и компаса. Это также было время исследований и экспансии.
Первопроходцы отправились на восточные и западные острова, заложив основу регионов, известных как Лунай и Элизиум. Средневековье. Империя Шэньсюй с 1312 по 1496 год по старому календарю. После бурного второго периода воюющих государств империя Шэньсюй вышла победительницей, возвестив новую эру единства и прогресса. Проведя государственные экзамены, открытые для всех, империя демократизировала доступ к государственным должностям, ознаменовав начало Средневековья и положив начало глобальному возрождению влияния континента Феникс. В эту эпоху его язык стал лингва франка. Зародились примитивные технологии печатного станка, что означало наступление новой эры процветания. Период 10 династий с 1496 по 1671 года по старому календарю. Этот период характеризуется быстрой сменой центральной власти и сосуществованием трех крупных держав – империй Син-Дзю, Мин-Дзю и Фан-Дзю. Несмотря на политическую нестабильность, эти потрясения мало повлияли на материальное процветание региона, который вступил в беспрецедентную эпоху расцвета культуры и искусства. Прагматичное отношение правящих кругов к ремеслам и торговле в сочетании с инновациями в области пороха заложили основу для переломной эпохи в истории континента Феникс. Древняя история континента Феникс. Расцвет современности. Эпоха недалекой античности. Империя Таи. 1971 год по старому календарю. По 1759. Империя Таи возвестила о наступлении новой эры на континенте Феникс, обозначив свое значение в истории наряду с империей Цзин. Основанная аркадийским принцем Латеем на Тарсийском Нагорье, империя Таи стала поворотным моментом, объединив континенты Феникс и прилегающие к нему земли в крупнейшую империю, известную на закате аркадийской эпохи. В эту эпоху произошли глубокие преобразования в материальной культуре и управлении. Изменился интеллектуальный и художественный ландшафт. Введение денежной системы, основанной на бумажных деньгах, хотя и было инновационным, в конечном итоге привело к экономическим проблемам, которые стали испытанием для империи на прочность. Империя Сихэ. 1759 год по 1908 год. Возникшая после экономических потрясений, которые привели к краху империи Таи, империя Сихэ представляла собой переход к новой общественной и культурной парадигме. Отказавшись от традиционных названий в пользу мифологических концепций, империя Сихэ воплотила в себе период значительных социальных перемен. Развлечения и культурное самовыражение, бывшие когда-то прерогативой элиты, получили широкое распространение, демократизировав роскошь и приведя к сдвигу общества в сторону разнообразия и инклюзивности. Эта эпоха заложила основу для современных общественных структур, бросив вызов традиционной иерархии и приняв финансовый успех как средство преодоления неравенства. Заключение. Непрерывная история континента Феникс, длившаяся до Великого Извержения 2185 года по старому календарю, подчеркивает его роль как краеугольного камня мировой цивилизации. От самых первых поселений до шумных городов, украшающих его ландшафт, континент Феникс был маяком человеческого достижения. Его вклад – календари, бумага, компас, порох и печатный станок – не только подстегнули сельскохозяйственную и промышленную революцию, но и обеспечили выживание его наследия во время катастрофических событий. Современный город Оксия является свидетельством стойкости духа континента Феникс, воплощая в себе суть цивилизации, которая, несмотря на апокалипсис, продолжает влиять на ход человеческой истории. Это повседневная дуга от зари земледелия до грани индустриального модерна, отражает эволюцию цивилизации в нашем мире, где инновации, стойкость и стремление к знаниям двигают общество вперед. Древняя история континента Феникс с его империями, которые поднимались и падали, инновации, определившие ход его развития, и культурой, которая развивалась в период потрясений и процветаний, является зеркалом для истории нашего мира. Она служит напоминанием о цикличности цивилизации и неукротимости человеческого духа, который даже перед лицом величайших испытаний продолжает стремиться к величию.